Итак, коллеги, всем привет! Максим, вы на канале про ремонт и замену автостекол, но еще и про продажу оборудования, инструментов и полимеров для ремонта автостекол. Но сегодня видео самое главное, самое интересное о том, что я давно хотел раскрыть вам секрет, наверное, как мы по современным технологиям производим ремонт трещин на лобовом стекле. То есть это нано-супер остановка трещины, то есть по новым технологиям, не методом сверления, а методом заворота, используя температурный режим, перепады и так далее. И второй момент, правильно ее завернуть и как ее отремонтировать без сверления. То, что это сейчас я записываю предисловие, на самом деле видео было снято уже года полтора назад, и оно было в закрытом доступе, то есть это видео я снимал только для участников нашего сообщества в Телеграме. Если кто еще не вступил, пожалуйста, приходите, пишите, точнее, мне в личку. Вайбер, WhatsApp, Telegram, и я вам скину ссылку для вступления, там только мастера. Вся информация, вся сливается туда, там мы общаемся и узнаем что-то новое. Так вот, видео это было именно эксклюзивно для этой группы, но я думаю, что пора уже и вам рассказать, как мы производим ремонт, чтобы вы все посмотрели и тоже этому научились. Кому надо оборудование, расходные материалы, полимеры, в гости прошу к себе в интернет-магазин. Ссылки оставляю, как обычно, в описании и в закрепленном комментарии. А вам приятного просмотра. Ну что, видос чисто для наших, так скажем, подписчиков. Что залетело? Так они оттуда и начинаются. Заворачиваю, чтобы она дальше не пошла. Ну вот такой заворот получился. Она как бы была, да, видели, до сюда. Или до сюда. Вот так я ее завернул сюда. Сейчас идет прогрев, сушка. Мойку я уже сделал. Сейчас мы ее прогреем, просушим. И сейчас покажу, как работать вот с этим местом, с этим кончиком. А то смотрю, как раз в чате там ребята пишут, потому что как бы проблема с заполнением. Никаких проблем. Все элементарно просто. За ракурс извиняюсь, но я потом вам покажу саму фишку, у кого какие как раз вопросы. Что я делаю дальше? То есть все, я трещину просушил, промыл. Просушил, завернул, еще раз все просушил. Теперь я делаю прогрев от этого заворота. Не очень сильно, не очень слабо, ну так просто немножечко. Дальше придавливаю стекло, чтобы трещину зажать полностью. Заливаю сверху. То есть сейчас она в тепленьком состоянии, как бы, и заливаю. Все, ставлю пластины. Это видео чисто для группы, на YouTube его не будет. Все. Пока это выглядит у нас вот так вот ужасно. Что я дальше делаю? Дальше я это все разжимаю и делаю вибрацию. Отпускаю. Уходят, но еще остаются, да, есть. То есть несколько раз вот так вот делаю. Кончик, как вы видели, никаких 20-х, никаких расширителей, ничего. Просто делаю вибрацию. Вот здесь, видите, в конце делаю вибрацию, вот этот вот воздух выходит. Вот, жду, пока он полностью выйдет с самого кончика. Все, кончик залился, отпускаю тот пузырь, который был, он улетел. То, что здесь осталось вот так некрасиво, ничего страшного. Сейчас мы это поправим лайфхаком. Можно надавить еще снаружи, чтобы меньше пузырей было. Я сейчас не боюсь давить, не боюсь и работать с трещиной. Те, которые воздушные пузырьки там будут, вообще не страшно. Я их сейчас удалю. Угу. Полэтапа сделано. Так, следующий этап, ребята, тут просто мне не снять, ракурс мне не подобрать, сюда мне там наверх не поставить, плюс я еще с клиентом, поэтому рассказываю, в общем, как бороться с оставшимся воздухом. Что я делаю? Я опять расширяю трещину, но вам я не смогу показать, мне на 2 руки. Делаю, смысл уловите, делаю вибрацию, кончик у меня практически заполнился, я вам показывал, до этого проблем нет, вот у меня здесь, вот здесь пониже в этой зоне есть проблемы с воздухом. Я даю рукой давление и прогреваю.
Делаю давление и вибрацию и прогреваю, смотрю на пузыри. Они начнут все выходить. Я вам, к сожалению, не смогу показать, но вы, если так сделаете, уже поверьте на слово, делаю прогрев. Выгоняю пузырики. Ну, такой умеренный. В принципе, заворот и полтрещины у нас отремонтированы. Я еще раз проверяю, прогоняю сверху пластинки, чтобы убрать воздух, который был, да, который выдавило. Все это смотрю, все ли нормально. Еще раз могу поиграть с трещиной. Я не боюсь с ней туда-сюда ее дергать, потому что любой воздух я могу здесь выгнать. Мне главное убедиться, чтобы не было никаких трещин. Также кончик могу еще поднадавить, дождать, чтобы весь воздух вышел. Показываю вам, что получилось. Все идеально, никаких воздушинок больше нету. Понятно, да, на этом этапе? Так, ну что, я все залил. И теперь вам хотел показать как раз все. Видите, никаких воздухов нет, ничего нет. Здесь у меня, короче, воздушная лед. Сейчас я вам хочу как раз показать тот момент, для чего я делаю охлаждение. Кто говорит, там 20-ка заходит, 200-ка не заходит. Ребята, во все кончики 200-ку лью, вообще проблем никаких. В общем, делаю охлаждение. Охлаждаю прям до состояния, прям не то что холодно, а очень холодно. Сейчас вы увидите, что будет происходить. Не надо никаких расширителей, я тоже пробовал расширителями делать. Там потом тяжело воздух выгонять, надо, чтобы она под собственной нагрузкой было все это. Видите, никаких пузырей, ничего нет. Вот, видите, появилось что. Вот оно, вот оно. То есть идет охлаждение, стекло расширяется, начинает вот здесь вот кончик наламывать. Это бывает на кончике ломает, немножко расширение идет, и вот здесь вот бывает вместе с самым изгибом. Но я не парюсь, я ничего не дергаю, у меня все под пластиной, я продолжаю охлаждение. Ну сколько охлаждать и так далее, как бы это, ну тут так на глаз. Вот появилась фигня вот эта, да, то есть стекло начинает расходиться. Но так как у нас было под давлением там, под теплом, так скажем, все задавлено, там воздуха нет. Это уже то, что лопается, это уже разрежение. То есть оно все заполнится. Если вы правильно сделали, продавили несколько раз и при температуре, при нагреве вывели, да, так скажем, весь воздух, тогда вот это не составит нам проблем убрать. Если, конечно, вы это не вывели до конца, вот видите, охладилось так, что даже вот с этой стороны, с наружной, испарение пошло. То есть состояние очень холодное. Видите, фигня это пропадает. Она бывает еще вот здесь вот на изгибе появляется. Ну и на кончике, соответственно. Можно даже немножко приподнять. Опять сделать массаж до того состояния, пока мы не уберем полностью. Очень сильно давить не надо, потому что если давить, бывают варианты, может дальше чуть проскакивать. Ну, даже если дальше проскочит, ничего страшного. Видите, я как бы поддавливаю. Это уже не воздух, это уже разрежение. То есть там воздуха нет. Нам главное, чтобы туда полимер затек. И это 200-ка. Так. Ну все. Я убираю. Все. Сейчас за ультрафиолетом вам покажу результат. Ну, я проверю только так. Ну да, все идеально. Красотуленько. Ну что, закончил я ремонт этой трещины. Ну, здесь я еще полирну. Не обращайте на это внимания. Это пофигу. Я хотел вам показать, как бы, в принципе, сам кончик, да, как это у нас произошло. Вот эта трещина, она идет. Так. Вот сюда она идет. И где она там у нас идет? Так, ребята, подождите. Потерял. Сам потерял. Че, где ремонтировал ее? Подальше, что ли? Ну ладно, короче, вы поняли, да? А вот она, вот она, вот она, вот она. И где-то сюда. Сейчас внутри покажу.
Сбоку это выглядит вот так. Здесь я проливаю 150-очкой, вот эти 10 сантиметров, здесь 200-ка пошла. Вот она, вот она, вот она, вот она и туда. Сейчас изнутри покажу. И вот при таком ремонте, как бы оно все будет у нас супер красиво. Так, здесь пошла. Пальцем буду показывать, чтобы настроился фокус. Так, настройся, пожалуйста. Ай, короче, парни, ничего я вам тут не настрою. Ну, вы понимаете суть. То есть нигде воздуха нигде нет. Кончик остановлен, кончик расширен, кончик залит. 200-ка, никаких расширителей, ничего. С расширителями еще хуже получается, потом тяжело выгонять. Поэтому вообще, в принципе, или здесь оно где-то. В общем, огонь. Огонь, огонь, огонь. Специальный контент для моих любимых мастеров. Эксклюзивно. На YouTube его в открытом доступе не будет. Только те, кто со мной